и мне даже чуть-чуть жаль, что я приехала сюда всего лишь на 3 дня. Итак, всем доброе утро. Ну, точнее, 2 часа в Калининграде дня. У меня вот тут яблочко. Расскажу вам. Я планировала поехать сегодня в Светлогорск на поезде. Это стоит 50 рублей. Но я не думала, что нужно смотреть расписание, а когда посмотрела расписание, оказалось, что поезд идет либо в 12:50, а в 12:50 у меня заканчивался мой урок с моим учеником, либо уже в 4. Ну, конечно же, это слишком поздно, поэтому что? Правильно, я поеду на такси в 10 раз дороже. Обожаю свой режим. Собственно, в жарке. Ой. Чуть-чуть помучился. Привет, Европа. Блин, боже мой, как же здесь хорошо. В общем, я хочу сказать, что в моем путешествии, в моих путешествиях прослеживается 3 этапа. Первый этап. Я приезжаю в город, и если он как бы хороший, на первый взгляд, я счастлива. Как это было вчера, я думаю, что я это включу или включила уже в этот влог. Второй этап, у меня наступает депрессия или, не знаю, как это называется, ну, мне становится как-то страшно, не по себе. И я думаю, блин, типа, зачем? Зачем я приехала? Но это просто, наверное, из-за смены обстановки или как акклиматизация это называется. И третий этап, обычно он наступает на второй день моей поездки, я уже как бы счастлива. Вот сейчас у меня уже 3-й этап, но на самом деле я думаю, что он наступил даже еще вчера вечером, потому что сначала я думала, что ну классный город, Зеленоградск, да, но очень тихий, и из-за этого у меня была как будто паника, вот, но потом вечером, когда я уже отдохнула, поела, и уже заканчивался день, я подумала, что, блин, да на самом деле здорово. Вот, я не знаю, я не могу перестать восхищаться тем, как здесь тихо и как здесь зелено, потому что я супер не привыкла к такой обстановке. Потому что в Москве и даже там в Сочи, где я была, или в Крыму, где я была, совершенно по-другому. Очень красивое место. Вообще я еще не завтракала, поэтому я думала пойти вот туда. Но сейчас я посмотрю, если есть лучшие варианты, и если нет, то я думаю, что я сюда вернусь. Буду сидеть у этого чудесного вида. Ну, в общем, вот мой обед сегодня. Вот моя рука. Ну, это так-то обычная порция, скажу, я ее с легкостью съем. Вот такой чудесный вид. Но что я хочу сказать? Конечно, цены здесь московские, то есть рестораны стоят столько же, сколько рестораны в Москве, ну, такие хорошие рестораны, конечно, не самые дорогие, потому что можно найти до бесконечности цены. Я вчера тоже была в ресторане, я думаю, что я это включила в свой влог, поэтому вы увидите, или уже увидели. Но я хочу сказать, что, конечно, здесь тоже
Он не супер там стильный, современный, но очень приятный, красивый, хорошая атмосфера. И мне нравится больше, чем вчера, потому что вчера я тоже сидела на веранде у моря, но это чувствовалось больше, как какая-то забегаловка за свою цену. Ну а здесь прям ресторан, много зелени, много растений, там внутри очень красиво. И на самом деле здесь много людей, просто они все в другом зале, а мне повезло. Здесь все забронировано, и пока что еще никто не пришел. Вот взяла рекламку. Здесь миллион возможностей для шопинга. Поэтому это находится прямо после подъемника с пляжа. Поэтому, если вы будете в Светлогорске, сможете купить себе вот такие стильные наряды. В общем, я себе купила цветочки. И вот, смотрите, здесь такие дома. И... Спасибо, обязательно. За счет таких домов, того, что здесь столько зелени. Ну и дома, вы знаете, для меня, ну я думаю, для многих русских, допустим, не тех людей, кто не привык к таким маленьким домикам, вот к таким домикам, как там вдалеке. Мне кажется, этот город, но он реально, вот, по крайней мере, частично какие-то части этого города напоминают сказку. Ну, конечно, здесь есть вот и такие дома, да, но я думаю, что это скорее как исключение, потому что я мало видела таких домов. И если учесть, что центр, ну вообще город, он маленький, можно предположить, что я обошла большую его часть. Чуть-чуть сожалею, что я не живу здесь, потому что очень красивый отельчик. А вот там суть России. Тупик. Ну, в том плане, что... Нет, в том плане, что зачем это портить? Здесь такой красивый райончик, и вот эта вот красная надпись. Ну вот, все-таки обратно я еду на поезде, на электричке, точнее, а не на такси. И электричка стоит 51 рубль. Вот так вот можно сэкономить было. Но я думаю, что это хорошая была идея прокатиться и на такси вперед, и сейчас на поезде обратно, потому что это разные пути. И, соответственно, когда я ехала на такси, я смотрела видела одни вещи, одни места, а сейчас я буду ехать вдоль моря, я так понимаю, и у меня будет совершенно другой вид. Поэтому мне кажется, что можно и так, и я ни капли не жалею, что вперед я поехала на такси. Ну, тем более это удобнее, быстрее. А на такси я ехала 25 минут от своего дома, а на электричке я буду ехать 40 минут, и еще мне нужно будет потом добраться до места, где я живу. Опасности окружающих, особенно детей.
последний день в Зеленоградске, и я решила пойти новым путем от своего дома до моря. И оказалось, что море находится в 5 минутах от моего дома. И здесь очень красивая такая дорожка, вся в цветах. И вот там море, и здесь очень далеко простирается эта дорожка, поэтому я оставлю вам локацию, и вы можете сюда прийти и посмотреть, и погулять здесь, потому что, правда, вот прям здесь, вот здесь гулять очень приятно. И вообще, завтра я уезжаю в Калининград на 2 последних дня моих здесь. И сегодня я думала, что мне следует съездить на Курскую косу, но я гуляла вчера весь день и позавчера весь день, и я подумала, что, наверное, мне не хочется. Я думаю, что если что, я всегда смогу вернуться сюда и съездить на это известное место. Но, наверное, все-таки сегодня мне хочется больше как просто прогуляться, попить кофе, посидеть на пляже, снять видео для вас, которые вы увидите на моем YouTube-канале. Так что да. Но вообще это такая очень сложная тема, потому что когда ты путешествуешь, у тебя в голове сидит: нужно съездить везде, нужно съездить сюда, в этот замок, в тот замок. И мне кажется, иногда это мешает отдыхать, поэтому я приняла для себя такое волевое решение не ехать никуда сегодня. Когда я смотрела видео про Зеленоградск и Светлогорск, все путеводители твердят, что лучший Светлогорск — это более красивый город, более благоустроенный город. Но лично мне, честно, больше понравился Зеленоградск. Может быть, я не успела рассмотреть Светлогорск, но, как мне показалось, здесь, вот в Зеленоградске, здесь больше как будто зелени, либо она более органично смотрится, я бы сказала так. И здесь меньше туристов, чем в Светлоградске, и меньше, знаете, вот этих торговых палаток, потому что в Светлоградске они прям вот так стоят одна за другой, и в каждой продается одно и то же. Ну, это как бы удобно, может быть, кому-то, да, но мне вот именно как жителю городскому, мне больше понравился Зеленоградск просто потому, что здесь спокойней. И если, например, вы из других стран, из больших городов, да, то вам тоже может быть приятно сюда съездить. Если, например, вы из какого-нибудь маленького европейского городка, возможно, здесь для вас не будет ничего нового, потому что, ну, это похоже на маленький европейский городок. Но, знаете, когда в Москве там постоянно шум, суета, здесь вот от этого отдыхаешь. То есть ты просыпаешься утром, на улице никого нет, ну, там, где я живу, в том районе. И поэтому это прекрасно. И мне даже чуть-чуть жаль, что я приехала сюда всего лишь на 3 дня, потому что, ну, можно было бы приехать сюда на подольше, не чтобы именно увидеть больше, а просто чтобы окунуться в эту атмосферу такой спокойствия, беззаботности. И поэтому чуть-чуть жаль. Ну, ладно. Завтра я поеду в Калининград, мне тоже очень интересно. И также мне очень интересно увидеть отель, который я забронировала, потому что обычно я бронирую Airbnb, потому что это дешевле, либо какие-то дешевые хостелы. А завтра я буду жить в отеле, который стоит целых $100. Пока что это мой, как сказать, самый дорогой отель, в котором я была. Поэтому мне очень интересно. И у него там отзывы почти 5, почти идеальная оценка. И плюс, что еще? Смотрите, я дошла до сюда. О, это обзорная площадка вот там.
Не знаю, думаю, нужно ли сходить или нет. Сейчас я посмотрю, сколько это стоит. И, может быть, схожу. Ну вот, насчет моего отеля. И этот отель, он находится в историческом здании, по-моему, 18 века. Он называется Чайковский. И там все очень элегантно, сделано под старину, но при этом в таком хорошем смысле. Я думаю, что вы видели в прошлом влоге, что я вот поднималась на то колесо обозрения. Оно стоило 400 рублей, в 2,5, я думаю, раза больше, чем сейчас я заплатила за эту обзорную площадку. Она стоит 150 рублей. Но я скажу, что это более интересно, чем подниматься на колесе обозрения, потому что здесь ты действительно видишь город со всех сторон и без стекла. И я хочу вам сказать, что она работает до 7 часов вечера, поэтому если вы вдруг сюда приедете, помните об этом. Потому что, например, я привыкла, что все всегда работает до 10 вечера, и если бы я планировала сюда пойти и не посмотрела, во скольки это работает, то я могла бы не успеть. В общем, я не уверена, но, по-моему, это музей. И, по-моему, за это люди платят деньги, а я сюда, по-моему, случайно забрела на 5-й этаж. Ну, если это правда стоит денег, чтобы на это посмотреть, по моему субъективному мнению, это забавно. Но, может быть, вам, конечно, это интересно. Но, как по мне, это больше выглядит и похоже больше на магазин, чем на музей. В общем, я все-таки сходила наверх этой башни, как вы могли, наверное, увидеть. И я также упоминала про то, что я нелегально спустилась на нижний этаж и увидела музей арт-объектов, связанных с кошками. И, ну, я не знаю, просто я посмотрела цену, это стоит 280 рублей. Ну, 280 рублей это где-то 7... Ну, это, наверное, $4, я думаю, 4 доллара по настоящему курсу. И я хочу сказать, что, ну, субъективно я не понимаю, за что там платить $4, потому что, ну, мои зрители из разных стран, и, возможно, допустим, в Америке $4 это не супер много. Для меня $4 это тоже не супер много, но я хочу сказать, что в принципе для такого обычного человека в России $4 это, ну так, не то чтобы супер мало. Например, если ты работаешь в магазине Zara в моем городе Архангельск, то ты получаешь $4 за 4 часа, мне кажется. Ну, или около того. Ну, может быть, ладно, за 3 часа. Ну... В общем, я вернулась в этот чудесный, красивенный парк. Нет, да нет, стой. В общем, еще раз вернулась в этот красивый парк. Он мне нравится. Я планирую здесь посидеть на травке, почитать книжку про силу воли, которая мне не достает иногда. А еще я думаю покататься вот на катамаранах. Или уже, наверное, нет, потому что мне кажется, что их закрывают. So guys, and actually, first look at this nice sunshine, I mean, and then I wanted to say you that actually, you know, I have many trial lessons with my students, and some of them, they ask me, okay, Nastya, do you have only
private lessons for me, like it is your only option. And for some time it was on my only option, private lessons for some levels of students. So for example, for intermediate and upper students, I have speaking club, I have a vocabulary course with feedback, but I didn't have anything for beginners and for students who have, for example, A1 level in Russian language. And I decided to change it. And I made a course I'm going to launch in 3 weeks. And this course will consist of 9 grammar and 9 vocabulary topics. And this course will last 9 weeks. And during these 9 weeks, every week, you will receive 3 videos with me describing this 1 vocabulary and 1 grammar topics and how to use them together, right? For example, something that you have in your fridge, you can describe it using genitive case, for example. So I explain this via video and I explain vocabulary topic via video, and then you also have exercise. You do them, you do these exercises, you send them to me, and I send you feedback. I send you audio and writing feedback so you could see and improve. And this course, as you would understand earlier, it's like partly it's a course you study for people who study by themselves, but also this course has some deadlines and this course has feedback from me. So I think this course is great for those who, for example, don't have some free time when they have class, when they can have classes, or for example, for those students who want to learn Russian by themselves, but at the same time, they need some support. And if you are one of them, I suggest you going by the link in my bio. You will see this and you can check it out, because if you enroll in this course during 3 days, so if you enroll in this course in advance, you get a really great discount. So check it out and let's enjoy and let's work on your Russian language together.